Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 9 по 15 сентября. Давайте узнаем, как карты видят события ближайших дней для вашего знака зодиака. И у нас сегодня две колоды, и одна из них, как «Спроси советов у ангелов» или «Совет от ангелов». Это оракульная колода. И мы в конце нашего расклада достанем раньше, откроем как раз в конце расклада, какой же совет вам дадут карты. И Таро Света. Основная будет наша колода. Или Святого Провидца, так еще называется эта колода. Давайте узнаем. В целом же планетарно за счет аспекта Венеры. Ну, хорошая конфигурация на этой неделе. Добрая энергия ожидается. А 15 число как раз воскресенье. С учетом того, что конфигурация Венеры и Юпитера, который находится в Близнецах, нам может преподнести или подарить какой-то волшебный день. Может быть, в этот день какие-то признания или знакомства, или сам по себе какой-то вдохновленный проект вы решите осуществлять, важное решение само по себе, может быть, будете принимать, или предложение какое-то к вам поступит. Давайте узнаем, что же для вас эта неделя с 9 по 15 будет означать, по мнению карт. Первая карта. Что важно знать? Вторая. Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или какие энергии вам могут помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни посмотрим энергии. Дела, работа, бизнес. Здесь и обучение, здесь и какие-то документы, согласования. Энергия денег на неделю и в личной жизни. И на колоде подсказок от ангелов. Достанем карту совет. Давайте будем узнавать, что важно. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. То есть те деньги, которые приходят от работы или от какого-то вашего проекта. Пусть это новое начинание. И нам говорят, продолжай. Или ты победишь, или не хватит терпения. Очень люблю я эту фразу, которую мне однажды сказал мой добрый, мудрый друг. И правда, часто в нашей жизни бывает тот стопор, когда мы начинаем в себе копаться, начинаем сомневаться, потому что, ну, где-то что-то барахлит. Или какой-то стопор. Или, может быть, ну, не так быстро продвигаются дела. И тут самое главное не выпасть где-то в сомнение, а именно что-то продолжить. Вот это будет для вас как важно знать. Продуктивная сама по себе работа, возможность заработать денег или какой-то проект, может быть, новый, который у вас рождается в вашем сознании. Ну да, мы его просчитываем, безусловно, мы перекладываем на какие-то конкретные рельсы, может быть, пишем бизнес-план, но не тот, который предоставить, а тот, который в реальности вот пошагово что-то, план какой-то действий ваших именно вы создаете, с учетом того, что я готов его и корректировать в зависимости от событий. Но что-то мы делаем рационально. Рационально и реально. Вот именно то, что не просто сама по себе идея. Нет, здесь что-то нужно конкретизировать. Или, в принципе, по этой карте, мои дорогие водолеи, много может быть работы, правда. Но тогда эта работа-то так или иначе, она все равно к деньгам ведет. То есть не будет какой-то труд ваш напрасен, понимаете? Что-то вы то, что теперь создаете или продумываете, или учитесь чему-то, это все в последующем вы можете переложить на какие-то финансовые рельсы. И пусть это даже работа с информацией. Значит, благодаря информации вы сделаете какой-то правильный вывод или примете решение. Но действия сами по себе – это то, что важно знать. И, кстати, нет никаких эмоций. Наоборот, по этой карте мы можем рассматривать какие-то альтернативные варианты, как и по работе, как и по заработкам, но подходить к этому, опять же, рационально. Неожиданности. Праздник. У кого-то банально. Деньги получил, есть какой-то праздник или приглашение. Но эта карта, знаете, хорошего настроения. Это где-то Венера, та, которая говорила,
или радостное событие, мои дорогие. Вообще добрые энергии, как и на финансы, как и на настроение, как и на ваш оптимизм. И все где-то идет своим чередом, но добавляет легкости на подъем. Ну вот, видимо, может быть, вот планетарные где-то события, то, что на небесах, да, в небесной канцелярии, может быть и то, что вы сами чувствуете, ведь правда, если я сейчас что-то просчитаю так более конкретно, и я могу, ну, как-то изменить свою жизнь, или могу какое-то дело, намерение так продолжить хорошо, что в конечном итоге будет что-то и еще более глобально существенное и доброе, именно как праздник какой-то. Но это могут быть и банально приглашения, может быть, провести вместе время или приглашение на торжество. Чему сейчас не время? Ваша карта, карта рационализма, карта достаточно холодного, где-то жесткого человека, который умеет все просчитать. Ему не очень свойственны эмоции, и он бы рад где-то, может быть, и вдохновиться, да, или предаться каким-то, на волне вот этих эмоций быть. Но нет, вот внутренняя часть, она заставляет вас быть более таким осмотрительным, жестким, сомневаться. Но вот сомневаться этому не время. Не сомневаться в том, что именно по-доброму к вам приходит. Или то, что вы видите уже на практике, что действительно есть какое-то продолжение. Или вы что-то просчитали, может быть. Но по королю мечей не время, к примеру, ведь по этой карте проходят, например, те люди, которые охраняют правопорядок. Или проходят юристы, вообще в целом юриспруденция. Проходят работники судов, проходят и люди в погонах. По этой карте, если уже в позиции мы говорим, чему сейчас не время, ну, к примеру, говорить, что я с тобой разберусь, или начать, знаете, искать где-то какой-то подвох, да, словно раскапывая до мелочей какое-то дело, или самому быть где-то жестким, непримиримым, вот таким вот энергиям им не время. И обратите внимание, вроде как, что важно знать, пентакли, ведь тоже тут не совсем про эмоции, не, ну, где-то, может быть, и не совсем про вдохновение. То есть есть какая-то реальность, но она не такая жесткая, как у короля мечей, мои дорогие. Когда, ну, буквально под сомнение он ставит каждую идею или каждое какое-то предложение, или когда он именно ищет какой-то подвох, или когда настаивает на своем. Все же, поскольку это ваша карта, именно по энергетике, могут эти энергии больше и проигрываться для вас. Поэтому, а тут о каких-то более мягких, добрых энергиях нам сказали две предыдущие карты. Поэтому не навредите себе, начав сомневаться. Ведь по сути дела, если мы говорим, есть какая-то тема, которая вас интересует, или с чего начинаются какие-то новые начинания, или даже если мы переложим на вдохновение. Что такое вдохновение? Вот нас что-то заинтересовало, и мы хотим изучить или развить, продолжить, продолжение какое-то вот нашей идеи мы хотим. И если мы вот эту сырую идею переложим на рационализм какой-то такой жесткий, мы обязательно что-нибудь раскопаем не то, или раскопаем то, что для нас будет означать какой-то минус, 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 и в итоге мы от этого отказываемся. А тут нужно переложить на практику. И тогда что-то будет продолжено. Вам придется балансировать между где-то вашими сомнениями или, знаете, как какая-то часть вашей души, может быть, как настаивает, прояви свою волю, прояви именно, ну, где-то видение какого-то процесса и постарайся кому-то что-то доказать. А нам говорят, нет, здесь какой-то баланс вам больше будет помогать. Давайте, что же помогает конкретно? Карта мага. Карта мага – это тоже не совсем о том, что он такой расслабленно-душевный, отнюдь. Холодная карта. Но в маге нет этой жесткости. Он как раз видит, что есть в практике. И он свою идею в практику переводит, осуществляет. Но он ни с кем не ссорится. Он как раз уходит от конфликта.
Он предвидит, что люди тебе никогда не скажут то, что они думают на самом деле. Или немногие это скажут. И мнение какое-то или отношение – это та субстанция, которая постоянно меняется. На это нельзя опираться. Нельзя опираться на события, если мы надеемся на что-то. Как на событие извне. Или какой-то вопрос сам решится. Нет, тут тоже может быть тысяча неопределенностей. А он как раз умеет совместить свое намерение с какой-то реальной жизнью. И сделать это красиво, элегантно. Все стихии у вас в руках. Какая-то большая возможность. Но правильные шаги какие-то нужно сделать. Ведь по карте мага это карта самоуверенного, самодостаточного человека. И король мечей у вас выпадает в позиции «чему сейчас не время». Вот такие сильные энергии вы чувствуете, что да, у меня сейчас словно как и что-то на кону, и у меня вроде что-то получается. Но если мы теряем связь с реальностью и где-то идем по собственной догме, вот я не побоюсь это сказать, то нас она может увести как раз в другом направлении. Будьте магами, волшебниками. У вас сильная позиция для себя что-то невероятное осуществить. Или ведь это старший аркан. Это может где-то определенно не на одну неделю проигрываться, а недели как минимум на 3. Что скрыто, какой-то выбор вам нужно сделать. И этот выбор, может быть, и касается личной жизни, а может быть, он касается и работы, и денег. Здесь, наверное, у каждого по-разному, но это в позиции, что скрыто. Вы можете не на этой неделе встать, или судьба вам какой-то вас поставит как перед выбором, а в последующие какие-то дни. Или выбор вам все равно какой-то делать придется. Рассмотреть какую-то альтернативную, как вариант для вас дальнейшей траектории или ваших намерений и целей. Уравновесить себе разум и сердце. Разобраться с чем-то, видимо, тоже придется. Причем это больше будет касаться вашей какой-то внутренней, мои дорогие, составляющей. Потому что, когда выпадает вот эта карта выбора, мы ведь, если выбираем какое-то одно направление, это значит, мы от чего-то отказываемся. И вполне вероятно, у кого-то по работе, кстати, вот эти грядут перемены, когда мы встанем перед выбором и выберем что-то одно. А у кого-то это может означать в отношениях. Может быть, и есть и отношения, которые, не стоит в них оглядываться, если какая-то история уже вас подводит к какому-то итогу, что да, не может быть что-то продолжено. Знаете, от этого выбора, когда вы его совершите, вам определенно как станет легче, или какие-то возможности перед вами новые откроются. Вы меньше будете застревать где-то в тех энергиях, которые вас разрушают. Может быть, и оставить что-то, то, что не продвигалось прежде, или то, что как прошлое, которое само пытается от вас оттолкнуться, не пытаться, если уходит человек или уходит какая-то ситуация, не пытаться удерживать. Даже если вы считаете, что нет, вот как-то получилось не так, принять какую-то реальность в нашей жизни, переложить это на практику и просчитать, может быть, на пару шагов вперед, а мне будет это полезно на последующий период. Или, хорошо, если я сейчас начну, какую-то историю возобновлять, она будет для меня важна лет через 5, или через 3 года, или через год, или через месяц. Вот так. Когда мы от какой-то обратной ситуации, обратного отсчета начинаем что-то продумывать, для нас многие вещи более очевидными. Но это я так к вопросу о том, что выбор какой-то придется делать. И у каждого в своей области. Шикарно. По части личной жизни, по части благополучия, обустройства дома, решения финансовых вопросов. Тут как раз добрая энергия. И сама Венера – это не только нежность, ласка и любовь, гармония, безусловно, в первую очередь, но это еще и достаток, безусловно. И поэтому через вот эти добрые энергии вы провести какие-то согласования, неважно, чего они касаются. Пусть это будет касаться важных документов, пусть это будет касаться вашей работы. Но тогда работа вам должна нравиться, понимаете? Вот об этом несколько карт говорят. И правда, мы добиваемся успеха в тех сферах деятельности, когда нам нравится этим заниматься, когда это не выглядит как каторга.
У кого-то это может проиграться, кстати, что вы будете рассматривать новые виды заработка, чтобы иметь возможность работать из любой точки мира. Я могу и это тоже предположить. И, может быть, вы планируете переезд с семьей. Или переезд, или как съехаться с семьей. Здесь у каждого по-своему. Но тогда какие-то шаги именно на продвижение собственных намерений и целей у вас получится на этой неделе точно осуществить. Давайте мы посмотрим, что же на деньги. С деньгами умеренность. Да, деньги есть, деньги будут. Но если мы говорим о тратах, и это старший аркан, вам придется где-то держать баланс финансовый, и не совсем о крупных покупках говорит эта карта, или о крупных тратах. Будьте умеренными где-то именно по части ваших трат, я бы сказала так. И к любому вопросу подходите, если, допустим, на кону стоят какие-то важные решения или согласования финансовые, тогда для вас нужно быть реалистом и что-то просчитать. Не доказывать, не искать вот сам по себе какой-то новый подход, может быть, да, или как какое-то дело, ну, с помощью других, может быть, людей решить, а больше оттолкнуться все же от себя и от ваших собственных возможностей. Рассчитывать больше нужно на себя, мои дорогие, по аркану умеренности. Но здесь и правда может так статься, может быть, не на этой неделе, что кто-то из вас получит как либо финансовые, как прибыль, может быть, да, или как будет предложен какой-то вам проект или вам какое-то участие. Это проиграется отнюдь не для всех. По аркану умеренности иногда проходит, почему я так говорю, знаете, как оказия какая-то. Или вот эта самая возможность, которую вы не должны упустить. Но это не имеет значения, что мы рискуем собой. Или мы играем, например, в азартные игры. Или мы надеемся на то, что нам вот какой-то куш упадет. Нет, тут все-таки больше о расчетливых действиях. И каком-то прагматизме. И просто, может быть, увидеть в каких-то предложениях, которые поначалу могут касаться для вас как что-то новое. Или я этим не занимался прежде. Или так никто не поступал. А вот у вас как раз через какое-то иррациональное может прийти как вариант в последующем заработать деньги. Повторюсь, это не для всех. Но вот от какой-то идеи своей, если это именно ваш какой-то инсайт, его следует переложить на какие-то практическо-материальные рельсы и от чего-то не отказаться. А вы помните, что вы маги и волшебники. Вот здесь вы ведь ваш знак как раз и силен тем, что вы как первопроходцы видите, может быть, новую стезю, где можно заработать деньги. Но она не должна быть сопряжена с риском. Вот такой тонкий нюанс. Ну или будьте аккуратны с тратами. Личная жизнь. Король жезлов. Может быть, конечно, такой человек, который конкретно рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. И не важно, что у нас выпадает король жезлов, мы рассматриваем энергетику. Так вот, по этой энергетике это карта харизматичного лидера. Это может быть человек, который, знаете, как персонаж притягательный. Хочется с ним дружить, хочется с ним общаться, хочется внимать тому, что он говорит. И где-то это могут быть как и ценные советы, но тогда этот совет нужно опять же перекладывать в какую-то конкретную практическую плоскость, потому что король жезлов – это совет или решение, или решимость, но никаких действий. Действий по этой карте нет. Лидер этот харизматичный, он именно ведет за собой. Может быть, это и ваше какой-то, как я уже сказала, действительно инсайт или предложение. То тогда нужно просчитать буквально какие-то сферы вашего благополучия или сферы вашей денежной траектории на будущее. Вы как будто себя не должны обесточить, мои дорогие. Идеи идеями, но есть какие-то жизненные реальности. Но, тем не менее, какой-то компромисс, он присутствует. Очень такой интересный нюанс, который может где-то совпадать между вопросом финансов и вашей личной жизнью. Или у кого-то, у нас первая карта про работу, да, мы говорили, у кого-то это как раз и будет по части работы, работы на дому.
или работы, может быть, и вот как я сказала, из любой точки мира, или какой-то проект, интернет-проект, или может быть вы как раз заняты в IT-сфере, и здесь могут быть предложения, но тогда тоже перевести в какую-то практичную плоскость. Давайте мы откроем карту «Совет». Правда, от чего-то вы откажетесь, кому-то вы скажете нет, или какому-то проекту. Что-то не жизнеспособно, мои дорогие, а что-то как раз, вот как по этому аркану влюбленные, более чем может оказаться продуктивным, полезным, добрым, счастливым. Сделать какой-то однозначный выбор. Может быть, это скрыто на начало недели, а к концу недели вы уже выбор этот делаете. Давайте я еще спрошу еще одну карту «Совет». Кроме «но». Вы знаете, это какое-то идеальное, лучшее время для принятия решений. Или когда вы делаете выбор. И у каждого по-своему. У вас и десятка чаш, и восьмерка пентаклей. И если мы говорим это про личную жизнь, одна таких из самых неплохих карт в колоде. И восьмерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. У каждого свой выбор в какой-то своей плоскости, области, сфере жизни. Ну а у кого-то это как все вместе может в один клубок запутанный переплестись, и тогда все равно выбор какой-то делать придется. Значит, для того, что не может быть продолжено, тогда будет нет. Но прекрасное время что-то не упустить. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.